Всем привет, мои дорогие, привет из Стамбула. Сегодня мы с вами посетим торговый центр, один из самых новых торговых центров в Стамбуле, который называется Tema World. Очень красивый торговый центр, особенно сейчас, когда здесь происходит фестиваль. Торговый центр этот находится в районе Küçükçekmece. Я вам сейчас покажу, что здесь есть. Здесь очень красиво, он под открытым небом, поэтому приглашаю всех обязательно сюда все-таки доехать. В Стамбуле работают более 120 крупных торговых центров, но даже на фоне такого огромного выбора место, куда мы приехали сегодня, умудряется выделяться. Это место находится в районе Küçükçekmece. Это огромный лайфстайл-центр под открытым небом. Настоящий мини-город с искусственным озером, мостами и парками. Благодаря фестивалю цветов, который проходит тут до 14 июня, вся эта гигантская территория сейчас буквально превратилась в ботанический сад. Это место заслуживает звания самого фотогеничного торгового центра Стамбула. Главная фишка Tema World в том, что здесь соединили шопинг премиум-класса с огромным парком развлечений. Здесь есть своя полноценная зона аттракционов под открытым небом, от каруселей и колеса обозрения до американских горок. В общем, идеальная локация, чтобы приехать сюда на весь день, потеряться среди цветов, потратить деньги на шопинг и круто провести время с семьей и детьми. Посмотрите, какая красота. Вот так вот украшено здесь все. Здесь можно сесть, сделать фотографию. И особенность этого торгового центра, что здесь есть вот такое вот озеро, искусственное, естественно, посередине как бы торгового центра. Через него идет мостик, и здесь вокруг магазины и места, где можно покушать. Озеро даже с рыбками. Не знаю, будут ли вам видно их. Их немного, но они есть. Смотрите, здесь есть и Rossmann, и English Home, это товары для дома. Панчо, Toy Shop, детская одежда, и еще очень много магазинчиков. А мы идем сейчас кушать суши. Кстати, вот эти дома относятся к жилищному комплексу, который здесь рядом находится. И у них прям такой кайф, вид на вот эту всю красоту. Мы сели в суши-ко, правда ветрено сегодня, дождь был просто такой вот непонятный май. Начался. Посмотрите, там какая красота. С каким видом мы сидим. Очень красиво. Покажу вам, что мы заказали. Цены я уже здесь, кажется, показывала. Поэтому не буду прям сильно заострять на это внимание. Но все-таки потом попрошу меню и покажу вам. Приблизительно, чтобы вы понимали, сколько стоит самый вкусный, на мой взгляд, суши в Стамбуле. Это здесь суши-ко. Здесь есть разные аттракционы для детей. Вот, например, такое колесо обозрения небольшое. Мне кажется, оно работает, хотя, может быть, нет. Не знаю, может, просто сейчас билеты не покупают, сейчас пятница. Потом мостик на другую сторону, и там есть еще карусель такая, видите. Мне здесь нравится то, что много кафешек вот с такой террасой. Мы на такой сейчас сидим, видите. Здесь вот напротив есть несколько таких кафешек. Есть вот кафе Динесы, можно кофе попить. Вот там вот крынты, бургер. В общем, такие различные кафе. Нам принесли уже это зеленые бобы, да? Green beans называется, 440 лир стоит такое блюдо. Это очень-очень вкусно. Они как-то делают их, круто обжаривают. Кстати, в Турции они вообще практически нигде не продаются. Только, по-моему, в макроцентре заморозку можно найти, и то я не видела в нашем макроцентре. Ну вот они как-то делают, причем очень-очень вкусно. Раньше у них было блюдо с курицей и с этими бобами. Это просто было два башки. Но вот сейчас, именно сегодня муж хотел заказать, но сказали, что меню поменяли, и его, к сожалению, уже нет. Цену, я не помню, сказала или нет, 440 лир стоит такое блюдо, это где-то $10. Нам принесли наши суши. Мы с мужем заказали вот такие вот трюфлю, они называются. Красота какая. Они, кстати, по-моему, сверху теплые. 880 лир стоят такие сушики. У меня точно такая же порция. А у Миры
Хэппи Калифорния. Я еще заказала себе вот такой вот напиток красивый. Это какой-то сироп ягодный там. Он безалкогольный. Очень вкусно, я его всегда здесь беру. Мне нравится подача и вкус тоже неплохой. Счет наш получился где-то на $90, 4000 лир, 400. И вот, кому интересно подробные цены, можете остановить и посмотреть, что сколько стоит. Нас еще чаем угостили. Это чай из жасмина. Помочь тебе? Чаек. Наверное, японский, не знаю. Я себе тоже налью. Какая красота. Так, я мужа не забуду, пока он там расплачивается. А ему не осталось чая, что ли? А нет, нормально. Смотрите, какие здесь огромные рыбки плавают, такие красочные. Вот это вообще желтенькая, красивая. Мальчик там, ребенок, кинул им что-то покушать, и они все сюда приплыли. Очень красивые. Внутри у них тоже красивый такой салон. Прям вот с выходом на террасу, на которой мы сидели. Ну и сегодня, хоть было и ветрено, мы решили все равно у воды посидеть. И вот так вот здесь при вас прям суши готовят. Ой, жалко, стекло запотело, а то там тоже можно было бы увидеть все. Работает все-таки эта штука. Видите, там детки. И на той стороне уже тоже заработала. Сейчас покажу вам. Тут еще есть и другие аттракционы для детей. Мостик какой красивый. Вот здесь написано, какие есть заведения, магазины поблизости как раз. Можете остановить, посмотреть. А вообще какая красота. Муж говорит, из Европы в Азию идем. Ну, реально очень красивый торговый центр сделали. Сейчас, конечно, пасмурно, вам так оно не передает. Ну, может, сниму как-нибудь вам еще раз, когда будет более такая солнечная. Вон, солнышко уже выходит прям как по заказу. Специально для вас. На ту сторону мы тоже пройдем. Вот. Видите, как красиво. Вот есть магазин часов, Midpoint, Starbucks, Yves Rocher. Здесь Лакоста. Вообще-то торговый центр такой более считается повыше классом. Поэтому магазинчики здесь такие выше масс-маркета. Ну, конечно, есть и подобные там типа де-факто. Ну, кстати, в Айкике здесь нет, на удивление, кажется, насколько я знаю. Поэтому вот так имейте в виду. Ну, вообще здесь не так много прямо магазинов. То есть для шопинга, возможно, этот торговый центр и не очень подходит. Но чтобы наблюдать всякую красоту, почему нет? Смотрите, какой красивый фламинго. Тут такой небольшой, ну, как бы такая ярмарка, да? Видите, цветочная. Здесь продается йогурт замороженный, типа мороженого. А здесь вот выставка. Можно купить всякие украшения, игрушечки, видите, духи. Здесь у нас что? Сладости, видите, турецкие. Чурчхела, суджук угощают. Teşekkürler. О, какой мишка там, смотрите. Кстати, здесь классные детские площадки, у кого дети маленькие, просто восхитительные. Вот это одна, такая огромная, новая, интересные такие для детей здесь качельки, да. И есть еще с другой стороны такая же большая. Здесь сцена, наверное, какие-то здесь проходят мероприятия сейчас. Такой мишка еще красивый. Он, кстати, стоял, знаете где? Я сейчас вспомнила, есть такой торговый центр в Аде, Стамбул, и он, по-моему, этот же мишка стоял на прошлый Новый год, там, на ярмарке новогодней, насколько я помню его. Мне кажется, это был он. Там вон лебеди такие красивые. Тут вот, видите, есть Бойнер, турецкий магазин марок различных. Такое еще панно.
И, в принципе, вот там уже будет выход. Но мы там хотим зайти в один магазинчик, показать Мире кое-какой инструмент музыкальный. Видите, какие красивые здесь, как будто бы из газона сделаны фигурки таких. Классно. Мы, по-моему, прошли тот магазин, в который мы хотели зайти. Надо сильнее, наверное. Вот сюда, наверное, надо бить. Не знаю. Интересно, такой музыкальный инструмент. Стоит он 59 тысяч лир. Если обычные торговые центры закрытого типа вам немного наскучили, то Tema World под открытым небом подарит совершенно другие эмоции. Здесь много света и пространства, нет этого давящего ощущения закрытого мола, которое так иногда утомляет. Гулять тут одно удовольствие, даже если вы пришли просто на зыринг вместо шопинга. Кстати, многие местные приходят сюда просто, чтобы выпить кофе на террасе с прекрасным видом и сделать красивые фотографии. Мой совет: обязательно проверяйте их актуальные события на их страничках в соцсетях. Часто центры проводят сезонные фестивали, где вход на тематические выставки, конечно, бесплатный. Например, здесь была классная новогодняя ярмарка, а потом и мероприятия по случаю национальных праздников. Конечно же, сам вход на территорию торгового центра абсолютно свободный, вы платите только за те развлечения, в которых хотите поучаствовать. Мы зашли здесь в Росман, тут кое-что положили сюда в корзину для покупок. Кое-что неожиданное. Смотрите, что это за прелесть? Ты продаешься? Пс-пс-пс. Эй, он даже не просыпается. Пс-пс-пс. Хорошенький. Видите, какая у него беленькая подмышечка. Классненькая. Погладь его за подмышечку. Не, подмышки я боюсь. Ты боишься? Так, а вот написаны здесь заведения, которые есть здесь на фудкорте. Фудкорт у них закрытый, вот здесь он отдельно находится. Здесь вход. Ну, там всякий фастфуд, типа Бургер Кинга и так далее. Просто есть зоны, где можно и на улице посидеть. Здесь еще есть огромный Эбебек, это магазин для детей, ну так лет до 3, наверное. Посмотрите, какая красивая композиция. Типа человечки держат земной шар. А еще здесь довольно большой де-факто. Вот он. По-моему, там 2 этажа. Мужской, женский, детский. Огромный магазин. Вот вторая площадка, о которой я вам говорила, детская. Так, надеюсь, что музыку вам не сильно будет слышно. Видите, там и большие горки, и тут еще одна такая карусель. Ну, естественно, это все платно, но вот эти вот парки бесплатные, конечно, с горками. Так что для детей здесь прикольно. Красивые арки сделали такие. Это именно вот к фестивалю цветочному здесь они. Ну, у них такая концепция на лето, я так думаю, просто. Здесь, кстати, часто проводятся на всякие праздники, какие-то мероприятия. Тут такие концерты под открытым небом. Ну, потому что концепция сама торгового центра подразумевает какие-то, да, такие мероприятия. Вот это все де-факто идет. Ну, де-факто я вам недавно снимала женскую коллекцию, поэтому повторяться не буду. Шикарная площадка, конечно. Ну, Мира уже выросла из этого всего. Но для детей, ну, наверное, лет до 7 было прикольно, да? Такие штуки. Смотрите, здесь еще есть вот что-то типа американских горок. Вот такая вот линия. Большая-большая. Ну, нужно отдельно покупать здесь билет. Вот там где-то, по-моему, здесь, мне кажется, была касса. И можно покататься на таких а-ля американских горках. Но они не очень высокие, конечно. То есть я думаю, что здесь и детям можно. Ну, просто одно из развлечений таких. Кстати, вот написано здесь на турникете 350
лир стоит вот этот вот роллер-костер. Мы с вами отлично прогулялись, и я надеюсь, наша прогулка была для вас полезной. Напишите, какой торговый центр в Стамбуле ваш любимый. Мне будет очень приятно, если поддержите этот канал лайком и подпиской, ведь впереди у нас еще много крутых локаций в Стамбуле в 2026 году. Всех обнимаю, пока-пока.